Создание масштабированного чертежа. Что предварительно нужно знать? Можно применить масштаб 2D чертежу, чтобы вся геометрия отражала выбранный масштаб. Но нужно иметь в виду, текст, метки, размеры сохраняют все исходные свойства, так же как размер линий и шрифта. Теперь алгоритм создания масштабированного чертежа. У нас здесь есть три вида объектов. Первые объекты созданы непосредственно в Layout, видовое окно SketchUp и импортированный чертеж AutoCAD. Ко всем этим видам объектов можно применить правила создания масштабированного чертежа. Но по порядку. Начнем с объектов, созданных в Layout. Алгоритм следующий. Значит, необходимо вначале первым этапом создать масштабированный рисунок. Создать этот рисунок. Для этого необходимо выбрать объекты, нажав Ctrl, включая надпись. И в лотке по умолчанию есть раздел «Масштабируемый рисунок». Значит, нажимаем «Создать масштабированный рисунок» и первоначально выбираем «Натуральная величина». То есть он такой, как есть. Мы его начертили. Щелкнул я слева. Теперь вот это объекты все сгруппировались в одну группу и представляют собой объект, который называется масштабированный рисунок. Если я выбираю один из элементов, то вокруг всех этих объектов получается у меня такая рамочка пунктиром синим. Это признак того, что это есть масштабируемый рисунок. Затем, опять же, в лотке по умолчанию панели масштабируемый рисунок я могу выбрать масштабировать. И могу выбрать масштаб. Выберу масштаб 1:5. И что произошло? Щелкну рядом, чтобы снять выделение. И давайте ближе подъедем и посмотрим. Вся геометрия уменьшилась 5 раз. То, что нам и хотелось. А теперь давайте посмотрим, где наш текст. Текст, вот он, что с него произошло. Если я его выберу, дважды по нему щелкну, я могу редактировать этот объект внутри масштабируемого рисунка. И теперь мы его растянем. И посмотрим, что у нас получилось. Так, теперь закроем и отъедем. Видите, что сам шрифт надписи текста остался такой, какой и был. Да? Он не масштабировался. Это то, о чем я предупреждал в самом начале. Если нам необходимо редактировать масштабированный рисунок, мы можем что? Выделить его, 2 раза щелкнуть. Теперь выделить объект. И этот объект мы можем дальше им управлять. Да? Другой объект выбрали. Точно так же. Растянули, изменили, ну, любым видом его можем изменять и масштабировать. Затем вот этот объект, например, мы его растянем за управляющие точки, все, что нам заблагорассудится. Затем объект мы закончили редактировать, и дальше надо щелкнуть вне поля масштабированного чертежа. Вот так работает этот инструмент. Так работает инструмент. Значит, теперь видовой экран SketchUp. Вот этот экран мы загрузили. Если я выберу, откроется здесь панель, которая управляет моделью SketchUp. Вот она здесь есть. О том, как экспортировать, импортировать, мы об этом будем говорить дальше. Но точно так же здесь можно выбрать и поменять здесь масштаб. Масштаб, поменять виды и поменять масштаб. Вот видите, поменяю я масштаб, и здесь все поменяется точно так же. Значит, еще что надо здесь знать. Если вот это окно у нас есть SketchUp, оно не может находиться в масштабируемой группе. Поэтому, если нам нужно нарисовать что-то поверх экрана, то нужно поместить этот элемент на другой слой. Что я имею в виду? Смотрите, вот я нарисую поверх экрана. И видите, самого окна нет.
Теперь я создам слой, ищу слои, создам слой, дополнительный слой 3. И этот слой я перенесу, чтобы он был в самом низу. То есть, чтобы вначале отображалось видовое окно скетча. Теперь выберу этот объект, щелкаю правой клавишей, переместить на слой номер 3. И вот смотрите, что произошло. Вот у меня получилось, объект находится на первом плане, а этот кружок, который я нарисовал, находится на слое 3 сзади. Дальше, следующий вид объектов, это объекты, импортированный саппор. Вот этот объект, это чертеж саппор. Значит, этот чертеж саппор работает точно так же, как обычный масштабируемый рисунок. Если я его выберу, то масштаб его я могу поменять. У него сейчас в данный момент масштаб 1 к 2,4. Ну, я поставлю, например, 1 к 5. И видите, что чертеж изменил свои размеры. Еще проще, чем работать в скетчах. Вот все, что нужно знать по созданию масштабированных чертежей.